Okay, can everybody hear me? Natasha, can you hear me? Hi, Hey, I'm here. all right. Well, good evening, everybody. Thank you so much for tuning in. Всем здравствуйте, очень рада всех сегодня видеть. And today we're going to be talking about a very interesting topic. We're going to be talking about nutrition, but some more practical things around nutrition. Мы сегодня поговорим на очень интересную тему, будем говорить о питании, но больше все-таки уделим внимание более практическим моментам, связанным с питанием. Okay, now looking at the people here, some of you may be very familiar with the Doman International Nutrition Program. Some of you may be very green to it. Глядя на нашу сегодняшнюю аудиторию, да, есть люди уже знакомые хорошо с методом Домана, есть кто-то вот, совсем новенький, который только начинает свое знакомство. Okay, but regardless whether you're new or an old hat to it, we're going to talk about some very practical advice today with regards to the nutrition program and making sure that you're doing everything to, that's best for your child and their digestive needs. Как бы вне зависимости от того, давно ли вы знакомы с методом Домана или только начинаете свое знакомство, все равно мы будем сегодня говорить о питании, об определенных моментах, связанных с питанием, да, давать какие-то советы, которые точно помогут, да, вам обеспечить, да, быть уверенными в том, что вы делаете все необходимое для укрепления здоровья вашего ребенка. Okay, so to start things off, I first want to talk about why do we put such emphasis on the nutrition program at Doman International? Прежде всего, да, для начала хотелось бы сказать, почему, собственно, такое большое значение мы уделяем программе питания в Doman International. So with regards to digestion, there's actually hundreds of millions of neurons in the digestive system. And basically their job is to do the dirty work of digesting so the brain can do all the high level sophisticated things that it needs to. Вот в том, что касается вообще работы пищеварения, да, в нашем пищеварительном тракте есть огромное количество нейронов, да, которые, собственно, выполняют всю грязную работу, там, пищеварение и так далее, для того, чтобы дать мозгу возможность выполнять уже функции более высокого порядка. Okay, so those hundreds of millions of neurons, they have been delegated the job of digestion. То есть вот всем этим там сотням миллионов нейронов им делегирована была вот эта задача выполнять пищеварение, заниматься пищеварением. Now, what we find is that for some kids who have certain digestive issues, whether it's constipation, runny stools, candida issues, acid reflux, the problem with these things is that when there's that dysfunction in the digestive system, the brain has to delegate energy and time to help the digestive tract, which it can't do all of those things at the same time. Вот что мы как бы вот на практике в своем опыте видим, да, что когда у детей возникают какие-то проблемы, связанные с пищеварением, то есть те или иные трудности переваривания, какие-то там склонности к диареям, к запорам, к несварениям, к тому подобным вещам. Вот когда возникают какие-то вот подобные явления в кишечнике, да, мозг как бы отдает часть своей энергии на устранение вот этих вот проблем. А, естественно, как бы сложно заниматься всеми моментами одновременно. Okay, and if a child has developmental issues or neurological issues on top of the digestive issues, again, it just creates chaos neurologically. Если помимо этого у ребенка есть еще и неврологические какие-то проблемы такого вот именно неврологического характера, какого-то нечто связанное с развитием также, да, то очень сложно, да, вот иметь дело и решать все проблемы одновременно и решать их как достаточно качественно все и сразу. Okay, so with our nutrition program, our goal is to give the body the foods it needs to, first of all, calm down any of those issues I mentioned before, but really to make sure that the brain is getting the help and support it needs to really function at the best and level it can.
Поэтому задача у наших программ питания, да, прежде всего, помимо решения вот всех тех задач, которые, проблем, которые мы перечислили, да, то есть действительно обеспечить, сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить мозг, вот, создать такую для него среду, чтобы мозг мог функционировать наилучшим образом. Um, Now, before I go on, I do want to encourage people, if you have nutrition questions for me, feel free to start typing them into the chat box or into, I think, the Q&A box or whatever one they have. That way, we can just start off right off the bat with nutrition questions, because I know this is usually a topic where people have a lot to ask. Да, вот сразу хочу попросить, да, пока мы еще в процессе обсуждения каких-то моментов, да, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с питанием, пожалуйста, уже можно начинать их писать. Вот у нас есть чат, есть также бокс для вопросов и ответов, то есть в любой из этих, какой вам там удобнее, пожалуйста, пожалуйста, уже можно это делать, потому что мы знаем по опыту, что это одна из самых таких животрепещущих тем, и обычно у людей очень много вопросов. Yeah, and Natasha, I know you sent me a few questions already, so we'll start with those and then take it from there. Да, и некоторые вопросы нам уже пришли заранее, да, перед вебинаром, и мы в первую очередь ответим на них, то, что пришло до этого. Мгм. All right. So with the Doman International Nutrition Program, there one of the first steps that our parents take is that they start to eliminate certain foods from their child's diet. То есть первая ступень, да, первое, что необходимо сделать, да, вот что делают наши семьи на наших программах, да, убрать определенные продукты из питания ребенка. Okay. Now, for the majority of our children, just taking out those foods alone greatly improves the situation, and we don't have to go much further than that. И для многих детей вот один этот шаг, да, просто убрать из питания несколько там определенный набор продуктов, уже вот этот шаг является достаточно эффективным. И достаточно часто, в общем-то, нам не нужно предпринимать какие-то дополнительные меры. Уже это одно, в общем-то, улучшает состояние ребенка довольно-таки значительно. Okay. But that being said, some children, again, who have issues of constipation, frequent runny stools, acid reflux, any signs of irritation in that digestive system, can benefit from eating foods that have been slow cooked and soaked. Но Other way если вот around. если Если у ребенка возникает какие-то такая вот симптоматика, связанная с какими-то там воспалительными процессами, раздражением в кишечнике, запоры, или часто возникают какие-то диарейные моменты, или тот же самый рефлюкс и тому подобные вещи. То есть если есть какие-то признаки определенные вот, там, неблагополучия в кишечнике, то тогда ребенок может ему очень быть полезным определенный там внесение определенных таких вот новшеств в процесс приготовления. Это замачивание, там, круп и тому подобных вещей и медленная варка. Okay. So, and we do this because there are many foods that are very good for us, but if they're not prepared in the right way, for a person who has a sensitive digestive tract, it can just make matters worse. Потому что, опять же, иногда вот просто как бы, если кишечник вот такой как бы более чувствительный, да, то определенные вот эти вот моменты, определенным способом приготовленная пища, она улучшает состояние, да, а если вот при таких вот, при возникновении таких проблем, да, если пища готовится, она может быть хорошая, полезная, но приготовленная обычным каким-то способом, для кишечника с проблемами она может ну, нести какие-то определенные трудности. Okay. So, the foods that we're specifically going to be talking about today are beans and legumes and grains. Сегодня мы вот особенное внимание уделим бобовым и крупам. Okay. And these foods, they're great sources of fiber, they're great sources of protein, but again, we have to make sure that they're being prepared in the right way. Это
Ну, сами по себе это очень хорошие продукты. Это прекрасный источник клетчатки, прекрасный источник углеводов, но для того, чтобы переваривание этих продуктов у детей проходило хорошо, нам нужно сделать все, чтобы правильно их приготовить. Okay. Now, very often our newer families on the program, because they have to replace certain foods, they will start using things like beans or legumes. And then, like, all of a sudden, their child is much more gassy, much more irritated. And they're like, what's going on? And that's where we have to look at the cooking process. Очень часто бывает, да, когда семья только начинает там вводить диету по методу Домана, да, убирает определенные продукты из питания, вводит вместо этого большое количество, естественно, начинает налегать там на крупы, на бобовые, да, вводит эти продукты в диету, и тут возникают, да, там повышенное газообразование, какие-то раздражения в кишечнике и тому подобные вещи. И, естественно, возникает вопрос, что происходит, что же делать? Ну, вот тут прежде всего нужно обратить внимание на процесс приготовления этих продуктов. So this takes a little bit of planning, but once you get into the swing of it, you'll it'll be second nature. Ну, да, здесь, конечно, определенное планирование, изначально вот такой подготовительный этап, он необходим. Необходимы такие привычки здесь как бы выработать, но вот как только вы на это затратите определенное время, как только вот в какую-то колею вы здесь войдете, то дальше все пойдет очень хорошо, и все будет легко и просто. Okay, so the first thing that you have to do with any beans or legumes is that you must soak it. I would say for at least 5 to 6 hours, like ideally overnight to 12 hours is a perfect amount of time. Вот что касается бобовых, их вот совершенно обязательно, просто необходимо замочить, какое-то время замачивать и подержать их в воде. Я бы сказала минимально 5-6 часов, но в идеале вообще там до 12 часов, то есть в течение ночи. Okay. And what that does is it helps to break up and release all of the things that cause that buildup of gas and discomfort in the digestive system. Для чего это нужно? Вот замачивание, оно помогает вот отдельные такие вещества, какие-то вот моменты, содержащиеся в бобовых, каким-то образом немножко смягчить, так что переваривание бобовых в дальнейшем будет проходить более благополучно, и вот это повышенное газообразование, оно уже не будет таким вот высоким. Okay. Now, once the beans have been soaked for, again, at least that 5 to 6 hours or so, then you want to slow cook them. So a slow cooking process might take 2 to 3 hours, depending on the severity of your child's digestive issues. You might want to get like a slow cooking pot and let that go overnight so you have it for the next day. После того, как крупы наши были хотя бы 5-6 часов, полежали они в воде, хорошо они были вымочены, дальше очень хорошо будет их приготовить именно в медленной варке. Да, то есть важен здесь процесс вот такого медленного варения, который протекает на протяжении нескольких часов. Возможно, вам придется там приобрести вот этот вот прибор медленной варку, и в идеале тоже в течение ночи, то есть на протяжении нескольких часов, вот это все хорошо выварить. Okay. And by doing that, you're cooking the beans the way that they should, but you're not losing the nutritional value of it. For many of our families, especially our Indian families, they will use something like a pressure cooker to cook the beans and things. But the nutritional value starts to go down at that point. And again, it doesn't necessarily mean that it's going to be very easy to digest. Вот при таком режиме приготовления в бобовых сохраняются большое количество, максимально возможное количество полезных веществ, но при этом вот они как бы вывариваются в такую форму, таким образом обрабатываются, что переваривать их уже становится гораздо проще. Вот очень часто, в частности вот для бобовых и особенно в Индии очень часто используются скороварки, да, то есть приготовление под давлением, вот этих кастрюлях под давлением. Да, в общем-то это было
быстро и удобно, с одной стороны, но на самом деле при таком приготовлении нет никаких гарантий, что все полезные вещества, насколько это возможно, сохранятся, и также нет гарантий того, что действительно все это сварится так, что будет щадяще для кишечника, для пищеварительного тракта. Yeah. Now, ideally for this, like the best piece of equipment is a crock pot or an instant pot that you just plug in, turn it on, and just forget about it. Nothing hot on the stove or like overnight. But if you're in a pinch, you can always just do it slow cooking over the stove too. Мгм. В идеале, конечно, может быть, действительно удобно будет приобрести сам этот прибор, который просто включаешь в розетку, оставляешь на ночь, про него забываешь, он сам горшочек варит, да, он сам варит. Вот. Но если такой возможности нет, то, в принципе, на плите организовать такой вот процесс медленного варенья тоже вполне возможно. Okay. Now, the added benefit to this, as well as like practically, you can also add other things to the slow cooker. So, along with the beans, you can slow cook pieces of meat in the slow cooker. And the last couple hours or so, you can add like some of the heartier vegetables there to slowly break it down without losing that nutritional value. And then you've got like a whole meal there for the whole day. И вот еще дополнительное такое преимущество медленноварки, да, что в нее можно по ходу приготовления добавлять постепенно и другие компоненты, да, то есть просто только в разное время. Потом можно добавить и мясные продукты, можно там последние пару часов добавить какие-то овощи. То есть получается, что у вас вот в таком вот этом горшочке целое блюдо уже комплексное приготовлено, по сути, прием, можно сказать, на несколько приемов пищи в течение дня, без всяких забот. Yeah. Okay. So that's one thing. So the next thing are soaking grains. Now this may seem like kind of like a totally unnecessary step, and for me personally, this was also a bit of a learning experience as well. But we have, unfortunately, we have quite a few kids on the program where we introduce those new gluten-free grains, and they're still having digestive issues. And a lot of times, it can be solved with that preparation. Ну, теперь давайте поговорим немножко про замачивание круп. Вообще для меня тоже это был как определенный свой опыт, который мне тоже нужно было пройти. Я не очень хорошо как-то вначале тоже этот момент понимала. Но, опять же, вот наблюдая за нашими детьми, переход на безглютеновые крупы, для некоторых из них это также, в общем-то, не решило окончательно их проблем с пищеварением. Поэтому мы начали обращать на какие-то другие вещи внимание. Okay. So, and that's simply just because many grains, again, despite all the great benefits of increased fiber and minerals and stuff like that, grains also contain something called phytic acid, which in a certain amount is okay for us, but it can also leach very important minerals from the body as well. То есть помимо вот всех этих полезных моментов, да, которые у нас имеются в крупах и так далее, да, минералы и тому подобные вещи. То есть обогащение диеты другими злаками, с одной стороны, конечно, приносит несомненную пользу, но для некоторых детей вот в некоторых вот в крупах содержится такое вещество, как фитины, да, и вот для некоторых детей вот именно вот эти вещества, они на них особо негативное влияние оказывают. Okay. And unfortunately, phytic acid leaches specifically minerals like calcium, which we need for bone growth and development, and iron, which I know, Natasha, like we see it constantly with our kids on the program. Iron levels are very low. Quite often. Мгм. Yeah. И смотрите, то есть эти вещества, по сути, они как бы не, ну, упрощенно так говоря, да, они не позволяют определенным полезным веществам правильно усвоиться. То есть и особенно они влияют вот именно на негативно сказываются на усвоении кальция, на усвоении железа. И также вот по опыту своему мы знаем, как много детей приезжает к нам с низкими уровнями железа. Это, конечно, тоже большая проблема. Okay. So with grains, you're going to follow a very similar procedure of like you need to soak them at least for several hours, up to 12 hours.
But the thing that you're going to add is you're going to add a little bit of an acidic agent in order to get the phytic acid out faster. И здесь мы прибегаем к очень простому решению, да. Просто крупы точно так же замочить, как и бобовые, в 5-6 часов, в идеале тоже в течение ночи. Но помимо простой воды для замачивания, да, добавить немного туда, what are we adding? Sorry. Like an acid agent, so like lemon juice, Мгм. apple cider vinegar, even coconut kefir if you have it. What it does is you add it to the water and it helps, like I said, it helps to pull out the phytic acid but keep the minerals in. Да, то есть нам нужно добавить какой-то такой кислотный компонент. Это может быть лимонный сок, там цитрусовый какой-то немножко сока, или яблочный уксус. Ну, кокосового кефира у нас, по-моему, нету, но, может быть, если есть, если кто-то найдет, то тоже можно применять. Вот, ну, то есть вот эти вот вещества, они помогают вот эти как бы фитины, вот эти вещества такие вредные, да, немножко нейтрализовать. Okay. Now, the big difference between cooking beans and cooking grains is that once the soaking is done, you just cook them as it like you regularly would. There's no real need to slow cook them. You certainly can and throw it in with the beans and and the slow cooker and everything. But you don't necessarily have to. Ну, с замачиванием круп здесь дальше все идет совсем просто. То есть после того, как мы их замочили, их можно просто сварить обычным образом, так как вы привыкли готовить. Совершенно здесь не обязательно применять медленное варенье, хотя, если вы хотите, вполне можно, да, также с другими продуктами, с бобовыми, их забросить в медленноварку и дать им приготовиться. Но это как бы, в общем-то, совершенно не обязательно. Дальше можно готовить обычным привычным вам способом. Okay. Now, these are like the two major ones. Like these are the two major food groups that we encourage, like strongly encourage parents like soak and slow cook when you can. But there, depending on your child's digestive issues, there are some benefits to like slower, like doing a slower cook on certain vegetables and things like that. But a lot of times, again, with our kids who have all those different digestive issues I mentioned, like this is a very often overlooked process that can be really helpful. Ну, вот, собственно говоря, вот эти вот два момента, да, на которые мы всегда стараемся обратить внимание при возникновении у детей каких-то проблем с пищеварением. Вот это основные две пищевые группы, это бобовые и крупы, которые все-таки нуждаются вот в замачивании, в каких-то дополнительных вот этих процедурах, в медленном варенье также, да. Но при вот введении, да, этих таких вот технологических моментов, собственно, зачастую проблема решается. Также иногда у некоторых детей есть какие-то вот моменты, связанные с перевариванием некоторых овощей, поэтому какие-то, может быть, овощи в отдельных случаях мы также рекомендуем подвергать вот этому медленному варенью. Но в общем и целом, как правило, вот учитывая то, что у разных детей разные те вот проблемы с пищеварением возникают, которые я уже перечислила, вот эти вот два момента, вот как правило, вот они упускаются из внимания, и поэтому вот стоит на них обратить внимание, потому что, возможно, многие проблемы уже решатся таким образом. Yeah. But if we think about it, like, you know, cooked foods kind of what separated us evolution wise from the rest of the animal kingdom. So like there's a reason why having that cooked food like actually is good for us. So keep that in mind. Like, yes, there's benefits to eating certain things raw, but yeah, anyway. Ну, то есть, That's a да, whole вот, other topic. собственно, да, это, ну, вообще, наверное, это, наверное, отдельная тема для отдельного вебинара, да, но по большому счету вот именно процесс приготовления термической обработки пищи, да, это то, что отделяет нас от всего в эволюционном смысле, да, от всего остального животного мира, вот, и да, конечно, какие-то продукты полезно и хорошо употреблять в пищу, там, в сыром виде, да, но также вот эти вот термическая обработка, медленное варенье, это тоже может в некоторых моментах, в некоторых ситуациях оказаться очень существенным и важным элементом вашего приготовления пищи. Okay. Now I want to make sure we have plenty of time for questions. Obviously, as always, I clearly went way over the time I wanted to talk. Anywho, so we have
three questions here. Now, Natasha, is this all from the same parent? Мгм. Yes. Yeah. Okay. All right. So we have a question here with regards to a baby that's only starting to like really only eating blended foods. Мгм. And the questions are how to start giving pieces, how to increase food interest, um, Yeah, if the and child how has to teach, visual problems, basically, yeah, yeah, and how to and teach independent eating skills as well, right? in that situation, yeah, because of the limited visual abilities. Yeah. Mhm. Okay. So look, I think if this parent is here, Yeah, yeah. Sorry, yeah. go ahead. You need to translate. Извините, да. Просто, да, немножечко хотелось бы теперь дать время для того, чтобы задать вопросы, получить на них ответы, потому что, ну да, интересная всегда тема, много вопросов задаю, да, и немножко говорили чуть дольше, чем планировали, да, и сейчас мы как раз к этому подходим. Вот 3 вопроса к нам пришло заранее про малыша, которому чуть больше 1 года, и вопросы заключались в следующем, то есть как помочь, ребенок в основном на пюрированной пище, как помочь ему уже начать вводить кусочки, более твердую пищу, чтобы жевал, чтобы учился жевать, не давился и так далее. И у ребенка ограниченные зрительные, да, навыки, поэтому как помочь такому ребенку как-то вот развить пищевой интерес, если его нету, да, и вообще, в принципе, более переходить на более такое уже самостоятельное питание. Мгм. Okay. Окей. So first of all, if a child, with our kids, like any kind of motor function that we're asking for, before we can ask for that, they need to be able to perceive the world and the environment the way that they should. So if your little one is dealing with certain visual difficulties, it's going to be much harder for them to learn how to pick up the food, how to bring it to their mouth, things like that. So I think what we're looking at is primarily a sensory issue, really probably in all 5 senses, not just, vision. Мгм. Ну вот, да, что касается вот зрительного момента, да, в принципе, вот когда мы говорим о моторных функциях, да, то есть прежде чем мы ждем от ребенка появления, да, и выполнения, то есть наличия какой-то моторной функции, да, нам прежде всего необходимо, чтобы ребенок мог именно с сенсорной точки зрения воспринимать мир вокруг себя, да, то есть он должен видеть, как движется его рука, как движется там ложка в его руке, как он берет эту пищу и так далее. И вполне возможно, что, и очень часто бывает, что проблемы не только зрительного характера, может быть, у ребенка, скорее всего, у ребенка есть сенсорные проблемы во всех 5 как бы вот наших чувственных анализаторах. So Мгм. look, what I would propose for your little one before even worrying about like getting them to chew pieces or like being more interested in food and stuff like that, you have to provide information to the brain. Now, you can find that information in the Yes, Your Baby is a Genius book. Мгм. И Um, поэтому, да, вот прежде я бы порекомендовала, вот, да, для вашего малыша, прежде чем м, переходить вот к этим моментам, связанным там с введением более твердой пищи, с развитием там какой-то самостоятельности, какого-то пищевого интереса и так далее. Прежде всего, вот обратить внимание именно на развитие его сенсорных навыков. И определенные там методики, определенные техники можно найти в нашей книжке. Да, ваш ребенок гений, на русском языке она называется. yeah, and your baby at this point is like at the perfect age for this book. And um, in the book, it outlines how to teach about like foods and tastes and smells by using all 5 pathways. So my recommendation to you would be do this with your baby for probably the next month and then retry certain things like trying pieces and stuff like that. Like you got to give the sensory input first. И в этой книге вы найдете именно вот технику, которая позволяет, которая как бы сразу одновременно задействует все органы чувств, да, то есть вот мы поработаем над всеми сенсорными анализаторами одновременно, да, поучим его воспринимать там вкусы, запахи и так далее, там визуально и по-всякому. И вот в течение месяца, если вот вы эту технику с ребенком поделаете, то через месяц уже можно будет вернуться к тому, чтобы потихонечку предлагать какие-то более мягкие кусочки, давать ему возможность пожевать и так далее.
Yeah. All right, let's go to the Q&A box. I know we have several here from Galkar, and then we have one from Alex, and then somebody who sent something in anonymously. We have one question in the chat box. Yeah, I think Alex put it in the chat box and the Q&A. I'm happy to start with that one, though. Oh, anyone, okay. Yeah. So, у нас и в чате есть вопросы, и вот в боксе для вопросов и ответов у нас тоже есть вопросы. Сейчас мы по очереди, да, ко всему подойдем. Вот в чате у нас вопрос от Алекса. Гречку, рис, пшено, геркулес, то, что без глютена, да, не надо варить 5-6 часов после замачивания. So, buckwheat and like all non-gluten grains, like buckwheat, millet and rice and non-gluten oatmeal, we do not need to cook for 5-6 hours after soaking. No, the soaking part is the most important thing. After that, you can cook it as you normally would. Now, it's funny about oats. I don't know. I'd have to look that up and see if it's worth soaking oats. That might be a little bit difficult just given their composition. Uh-oh. Natasha? Hold on. You're muted, Natasha. Ага, да. Это, наверное, у меня интернет немножко не очень хорошо работает сегодня. Да, то есть к вопросу про замачивание и варенье обычных безглютеновых злаков на протяжении 5-6 часов. Нет, замочить важно, а варить 5-6 часов именно крупы не нужно. Вот здесь главная все-таки часть – это замачивание, а варить уже их можете так, как вы привыкли, так, как вы обычно это делаете. Sorry, I just did a quick little search. You can soak oats, and I know that oats come in like several different forms as well, like when it's all like flat, flat oats, but yeah. So you're fine to do that as well. И смотрите, что касается овсянки, да, то есть она у нас в разных бывает видах, формах. Бывает цельное зерно, бывает вот геркулес, вот совсем, причем разные тоже градации, там, которые можно варить меньше, больше и так далее. Их тоже можно, в принципе, замачивать. Вот, их можно замачивать. Да. Okay. All right, I'm going to start going through the list here. Because I see we have, all right, so should we just start at the top? Okay. Yeah, there is an interesting question regarding coconut kefir. Yeah. Maybe the question is from the anonymous. Maybe we can you maybe talk a little bit about that, what it is? Can we make it in the home? Yeah, you can. I personally don't know a ton about it myself. But kefir is typically made with dairy, but you can buy like kefir powder and make it on your own at home. And often people will use it with coconut water. I have not done this myself. It's just like, yeah. Oh, okay. So what do you do for that? So at least here in the States, like you can actually buy kefir powder and make your own like non-dairy kefir at home. Okay. Using things like coconut water, coconut milk, stuff like that. Probably. Do you think that may be available on iHerb? It's possible. I can check now. Yeah. Да, смотрите, вот что касается кокосового кефира, теоретически, да, его можно приготовить в домашних условиях. Вот, в США продается такая специальная, как порошок для кефира, который с кокосовым молоком размешиваешь, вот с таким, как кокосовой водой, которая непосредственно сок из ореха выходит. И вот как-то оно вот там, не знаю, сквашивается, сбраживается, и получается кефир. Возможно, что-то подобное мы можем найти на iHerb. И вот сейчас Мелисса как раз нам этот вопрос уточняет. Потому что если доступно в США, может быть, на iHerb тоже есть. Или в интернете где-то на Амазоне, может быть, можно будет что-то подобное поискать и приобрести. Вот, то есть дома сделать можно.
Okay, so they have yeah, they have kefir cultures, so you can make it at home. I can pop a link in. I've never, it's like, look, I can't talk, like, I can't say Well, my stamp of approval on this necessarily, but you mhm. can get it and make it yourself at home. Yeah, I guess we all can Google and all can Yeah. go on iHerb and look for that. То есть, да, культуры кефирные, такого сухого вида, на iHerb купить можно. Правда, вот да, вот нам сейчас Мелисса в чат ссылку разместила на этот продукт. Насколько там прям гарантировано качество и так далее, сейчас поручиться не можем, но так или иначе. То есть какие-то варианты для приготовления подобных вещей в домашних условиях есть. Просто нужно, может быть, немножечко поизучать, посмотреть, что нам доступно. Вот. Мгм. Okay, so we have a question regarding frozen food. Okay. Frozen meats and berries and even vegetables and fresh herbs. So yeah, unfortunately, this is what we have to have in winter. Yeah, of And course. what about the nutritious properties of those foods, of frozen stuff? Yeah, I mean, look, do we want it to all be fresh? Of course. No, like obviously we all probably know that's like the best way to eat it. But we also like realize that depending on where you are in the world, like, can you get fresh berries in Novosibirsk in January? No. Like I Probably now the imported, it's yeah, maybe getting more and more imported. available. Yeah, okay. It's becoming more available, but still. Yeah, exactly. But like I think we can all agree that depending on what time of year, there are certain things that you just don't have access to. So True. if that means that you take like the summertime, the spring, you freeze these things, you use them in the wintertime, that is totally fine. Like it's better to it's better to have like the freshest things available, but we have to be practical here. And we can say that it's better than tinned and canned stuff, Yeah. right? Oh, yeah. For Absolutely. sure. Yeah. For sure. Yeah. Ну да, вопрос у нас вот какой, да, приходится, ну, мы в силу условий своих погодных, климатических, да, многие вещи замороженными нам привозят, да, и овощи, и мясо, и так далее в магазинах, особенно в зимний период. Климат наш не позволяет особо разнообразия в плане свежих фруктов и ягод, то есть как вот насчет замороженных продуктов, насколько велика их ценность. Ну, понятно, конечно, что общие рекомендации всегда нужно стараться по максимуму употреблять то, что свежее, да, то, что не замороженное, по возможности. Но также мы должны все-таки реалистично смотреть на вещи и понимать, что, например, там в том же Новосибирске или еще где-то там на севере России в зимний период очень сложно раздобыть свежие ягоды, фрукты и так далее. И поэтому в сезон можно по максимуму заморозить свежие продукты. Все-таки заморозка – это менее такой, менее негативный способ хранения продуктов, нежели, например, консервирование. Это точно. Поэтому, да, давайте будем подходить реалистично. И замороженные продукты употреблять можно. Замороженные продукты потреблять можно, учитывая то, что других у нас, к сожалению, не всегда они бывают доступны. Вот. Okay. Can you give any recommendations regarding on how long do you cook vegetables like squash or cauliflower, green beans, peas, fresh or Yeah. frozen? Are there any general recommendations with regards to that? Yeah. So look, I think I think with the vegetables, you can do things like you can roast them like you usually would. You can steam them. You can, if you need to like just do like a flash boil, all of that is fine. You just want to avoid like obviously microwaving, like that's a no-no. Pressure cooking, I think that's it. I'm trying to remember the full list. But there's if they're frozen, you do not need to defrost them. You can just I don't throw think them in the so. pan. Yeah, you're okay to just cook them as is.
Да, ну, смотрите, на самом деле овощи не требуют каких-то там супер долгих готовок, да, их, и потом их можно готовить совершенно разным образом. Можно потушить, можно на пару, можно там отварить в совсем небольшом количестве воды, недолго, да, чуть-чуть. Единственное, что против чего мы точно как бы выступаем, это микроволновка, да, приготовление, разогрев в микроволновке и скороварки, то есть приготовление под давлением. Вот, все остальные способы вы можете использовать и, ну, готовить, ну, до готовности, то есть их готовить. Даже если замороженные, не нужно размораживать овощи, можно прям в замороженном виде их поместить там в сковородку или в пароварку, что вы используете. И Yeah. по Now, возможности. Мгм. yeah, now that being said, there are certain leafy green vegetables like kale, spinach, like some of those darker leafy ones that um you want to do like a flash boil for 30 seconds to a minute just to get the oxalates out of it. Um Мгм. yeah. Да. Ну, вот единственное, что важно здесь стоит отметить, вот листовые зеленые овощи, особенно темные листовые, типа шпината, кейла и тому подобных вещей, вот их все-таки для того, чтобы щавелевую кислоту из них вот немножко содержание снизить, да, который тоже раздражающе на желудок действует, вот их побланшировать, хотя бы буквально там минутку в кипяток опустить, а потом уже готовить обычным для себя привычным способом. Yeah. Мгм. Um I mean, like, I would say like certain smaller vegetables like green beans, peas, these are okay to boil, but like you also with cooking, like you want to stop the cooking process as well. So if you're going to boil things like that, Мгм. do it for just a couple of minutes, and then you need to like flash cool them. So put them in a bowl of ice water just Вот. to stop the Мгм. cooking Вот. process so you still have the nutrients. Мгм. Да, ну вот смотрите, что касается тех же там стручковой фасоли или зеленого горошка, вот таких вот вещей, да, то их желательно, знаете как, поварить совсем немножко, буквально там пару минут, а потом вот чтобы вот даже после выключения газа, да, там ну, теплового источника под кастрюлей, процесс готовки в них, вот, потому что они находятся вот в теплой среде, он как бы продолжается. И вот в ходе этого вот дополнительного времени все-таки разрушающее это время действует на полезные вещества, поэтому желательно вот сразу, как только вы сняли это с плиты, сразу, может быть, холодной водой обдать или там в ледяную воду их как-то откинуть, для того, чтобы вот этот вот процесс приготовления затормозить, остановить, чтобы все питательные вещества у нас здесь Now, сохранились. Мгм. Natasha, was that the first question at the top of the list here? The first one was about the frozen food. Got it. Okay. All right. Mhm. What's next? Okay, yeah, um, then here is the question about how long would you recommend to cook grains? How many minutes or? However long that you usually cook those grains. So once you soak it, like the grain, it totally depends. Like I know for like when I cook millet, it usually takes about a half hour or so to get it to like the like sticky porridgey consistency. It completely depends on the grain. Mhm. Yeah, and quinoa is probably takes like 10 minutes or so. Yeah, It's it's very 10 quick. minutes tops. Yeah. Мгм, мгм. Ну, вот смотрите, есть вопрос о том, сколько минут варить крупы, но здесь целиком и полностью все зависит от ваших предпочтений, от крупы. Да? То есть тоже, например, там пшено для того, чтобы так более-менее в кашу разварить, ну, полчаса где-то нужно, да, а киноа разваривается за 10 минут буквально. То есть здесь просто, да, зависит от ваших предпочтений и от крупы. Сколько Мгм. With apple cider vinegar, Yeah. at what moment do you add this to the grains? Like from the Oh, so very when you start? when you go to soak it, so you Mhm. put your grains in a bowl, you put your warm water in there, and then you just put like I would say about 15 ml of your apple cider vinegar, and you just let that soak. 15 Yeah, or 15 50 ml. Yeah. per For how like much? for the bowl, like now, Couple liters. yeah, shoot. Now Mm. we've got this whole like imperial metric issue. I'm sorry.
I guess that would be like a pint. 1 liter is about a pint, no? No. 1 Quart. liter. It's about a quart. You would put, I think you have to put at least 15 ml, I'd say for every for every 500 ml. Okay. Yeah. Okay. Ага, ну смотрите, да, то есть все вот эти наши кислотные вещества мы добавляем в крупу сразу, когда вместе с водой для замачивания. И вот что касается именно яблочного уксуса, то порядка 15 миллилитров на пол-литра вот этой жидкости для замачивания. Примерно вот будет столько достаточно. Так, ага. Sorry, I'm going through here and clearing out the ones we did answer. Yeah, несколько вопросов, a couple of questions. I'm not sure I can, because, for example, it says, that this food can have negative effect upon the body. Which negative effect? To be honest, I don't remember at what point we discussed that and what it is related to. So I don't know how to. Yeah. What to say. Okay, so all right, got it. All right, I think we're all saddled up here. Okay, so look, depending on the way that you cook certain foods, all I'm saying is that it can create or aggravate certain issues with constipation, reflux, gassiness, and more important, like on like a more extreme scale, like those symptoms of leaky gut. Ну, то есть, смотрите, когда там крупы, еще какие-то вещи, да, готовим мы привычным способом, иногда бывают вот такие ситуации, когда вот не совсем вот подходящая для конкретного индивида обработка продукта, она вот будет из-за этого вот эти продукты будут усиливать все вот эти негативные симптомы в кишечниках, которые можно также охарактеризовать вот как симптомы того же дырявого кишечника и так далее. Вот. Yeah. So if your child has any issues in those areas, like this is more of like a kind of like insurance policy for you to make sure that you're not doing anything that would make those symptoms of digestive problems worse. Да, то есть если есть определенные какие-то моменты, связанные, там, проблематичные моменты, связанные с пищеварением, да, то, конечно, желательно вот готовить вот всеми описываемыми нами способами, да, хотя бы для того, чтобы быть уверенными в том, что вы не делаете, да, то есть на кухне у вас не происходит ничего такого, что будет усиливать, да, негативные какие-то явления в пищеварении ваших детей. Поэтому лучше, ну, грубо говоря, лучше перестраховаться, да, чем наоборот, не достраховаться. То есть лучше сделать больше, чем меньше. Yeah. All right, I think we got through everything, Natasha. Basically, yeah, there was also a question regarding oatmeal. This is this gluten or not gluten? Oatmeal itself? Yeah. Yeah, okay. So like oats are technically gluten-free. The problem is that very often they're processed in plants with wheat. So there's so much cross-contamination that you can't necessarily like say that it's gluten-free. So if you're going to get them, it has to say gluten-free on the packaging. Да, вот у нас еще был вопрос про овсянку, да, про геркулес. Был вопрос, глютен это или нет, да. Ну, технически овсянка не является глютеносодержащим злаком. Но просто в процессе их обработки вот на этих комбинатах пищевых, где вот это все обрабатывается, размалывается и так далее, просто на тех же самых промышленных мощностях, как правило, обрабатываются и глютеносодержащие злаки, пшеница, рожь и так далее. И плюс еще засеваются вот эти поля рядом все, поэтому происходит загрязнение овсянки технически, да, вот без глютенового злака, частичками глютена с глютеносодержащих злаков. Поэтому, когда мы покупаем овсянку, геркулес, очень важно все-таки смотреть, чтобы на пачке было написано, что это безглютеновое, точно не содержит глютен. И тогда все хорошо можно употреблять. All right, I think we got one more question in the... And the question and answer.
It's about rice cooking in water for 1 hour. Is that too much? Boiling, Um, I guess, is meant. I mean, it depends on, it depends if you want it like rice or like a porridge. Al dente or soufflé. Yeah. Вот смотрите, у нас вопрос про приготовление риса, да, варка, я правильно понимаю, варка в воде, да, в течение 1 часа. Много ли это? Ну, на самом деле зависит от того, какого результата вы хотите достичь, да, то есть если вы хотите, чтобы это все-таки был рисинка от рисинки или более такое вот кашеобразное, пюреобразное, да, то есть суфле мы хотим больше такое гладкое или такой вот рис, как в ризотто в итальянском. Yeah. И поэтому здесь исключительно все от ваших предпочтений зависит. Yeah. Здесь как вы любите. Now, just interesting. I'll be honest, like I have not done this myself and I don't know so much about it, but we have a doctor who like is an advisor for Doman International, and he's recommended because of the heavy metal amounts in certain rices that you should actually like boil the grain in a lot of water and then drain it out. Yeah, so that may be something you want to consider as well for if you are making a rice for your child. Да, ну вот смотрите, здесь единственное по поводу риса хочется такое замечание сделать. У нас есть такой научный консультант, врач, который именно вот оказывает нам консультативную помощь в Doman International. Вот он отдельно исследовал этот вопрос в плане именно экологичности выращивания риса и вообще обработки. Вот что касается риса, вот некоторых видов риса, просто, ну, вот на данный момент при производстве риса как-то вот попадают в него вот на процессе выращивания, производства попадает в него большое количество тяжелых металлов, и он, по сути, становится такой очень загрязненный. Поэтому хорошо варить его в большом количестве воды, потом эту воду сливать и удалять ее, промывать, да, для того, чтобы все-таки по возможности постараться от каких-то вот этих вредных веществ таким же образом избавиться. Yeah, I mean, I think VJ, trying to remember, I think VJ recommends like a There's something about lead, right? Yeah, it's lead and arsenic Lead, specifically. arsenic. But I think he says to cook it a 6-to-1 ratio, so it's like 6 cups of water to 1 cup rice. То есть, смотрите, там особенно загрязнение свинцом и мышьяком. Вот, особенно вот эти 2 тяжелых металла здесь участвуют. И если не ошибаемся, по-моему, вот наш консультант говорил, желательно готовить вот в соотношении 1 к 6, не меньше. То есть на 1 чашку риса там 6 чашек жидкости. Вот, и потом это сливать. And regarding white rice in general, you know, is this really preferred? Yeah. Bad news bears, don't give it. Yeah. И вообще, что касается, в принципе, белого риса, да, он очень рафинированный, очень очищенный. Вообще, конечно, желательно его избегать. Лучше какие-то другие злаки. Yeah, I mean, nutritionally, it doesn't have a whole lot there, but like too refined. And I think for a lot of our kids on the program, it's similar to like gluten and dairy. Once that's taken out of the diet, it can really help with constipation. Like better to just steer clear from it altogether. Would you recommend any other types of rice, like any of the other ones are fine? They actually, and plus they've got like better flavor to them as well. Like they've got, yeah. So all the other ones are okay. I mean, I wouldn't like do rice every single day, but yeah, any of the other ones should be fine. Should be fine. Да, вообще, что касается белого риса, в нем, ну, как бы ценностей на самом деле очень мало. Вот, то есть он слишком рафинирован, слишком очищенный, вот этот шлифованный. И вот парадоксально, да, но факт, что на многих наших детей вот такой вот белый рис, особенно если его часто употребляют, он действует, по сути, ну, как вот глютенсодержащий злак, то есть он на кишечник тоже положительно не действует. Поэтому и как только вот из диеты рис также обычный белый убирают, то ребенку сразу становится лучше. То есть такие случаи достаточно часто бывают в нашей практике. Любые другие виды риса, красный, черный, бурый, какой хотите. Во-первых, там и как-то вкусовая палитра богаче, он вкуснее и полезнее, клетчатка там и все такое.
такое, поэтому желательно белый рис вообще как-то свести к минимуму или вообще даже убрать. Yeah. Мгм. All right. I think we have one more question. I think this will be our last question. Да, у нас еще последний, наверное, вопрос насчет рисового отвара. Ам, Рисовый отвар, то есть вы имеете в виду что? Воду, да, вот из-под риса, без самих рисинок, вот эту вот клейкую такую кисельную. М, So, what about rice? I don't, I'm not sure I understand correctly what this thing is. It's like Okay. this water where in which rice was cooked. You know, the starchy Yeah. Hmm. uh, water. Yeah. Is this good? Is this not good? Because we mentioned heavy metals. Would that be not really Yeah. I good? mean, I think if you're cooking the rice in a lot of water, like you're boiling it to leach it out, like just drain the water. Like don't. Yeah, I wouldn't. I think in some diets, it seems to be like recommended, particularly to drink, to have it like instead of a meal, this rice water in which the Yeah, rice was I cooked. unfortunately I don't know too much about that. My I would err on the side of like just Not. not using it. Just not necessarily because it's like there isn't like the starch isn't good. It's just there's all that other stuff there Yeah, that I think. that goes from rice into that liquid, basically, Yeah. right? Ну, смотрите, по поводу рисового отвара вообще как-то, в принципе, о нем как-то сложно говорить, не очень мы как-то в курсе, что касается рисового отвара, но я не хочу сказать, что там вот какие-то крахмалистые и прочие вещества в рисовом отваре, что это обязательно плохо, я не это имею в виду, но просто учитывая тот факт, что все-таки сейчас много говорится о том, что рис в своем производстве вбирает в себя огромное количество тяжелых металлов, то есть рисовый отвар, по сути, это та жидкость, в которую при варке многие вещества, включая тяжелые металлы из риса, уходят, да, выходят. Как раз вот в нем вся эта гадость и содержится, поэтому, наверное, я бы скорее сказала, и больше бы так придерживалась бы мнения, что лучше не надо. Yeah. Лучше All right. воздержаться. Мгм. Perfect. Well, Natasha, I think that's all the time we have. Now, I want to urge those of you who are new to the Doman method, who are just learning about us, if you have any questions about nutrition or any of the other programs that we offer, please get in touch with Natalia Germak. She is our Russian speaking representative. She's here on this webinar right now. So please get in touch with her. Ну, смотрите, дорогие, очень просим прощения, но время действительно у нас уже пробежало, время наше закончилось. Если вообще вам интересна эта тема, если вы только знакомитесь с методом Доман, есть у вас еще вопросы на эту тему, то очень вам рекомендуем связаться с нашим представителем русскоговорящим по России, по СНГ, Натальей Гермак. Она здесь у нас в эфире сейчас присутствует, вот в чате. Она как раз сейчас у нас написала свой номер WhatsApp. Могу произнести его вслух, чтобы все успели записать. +7 978 912 66 16. Пожалуйста, свяжитесь, напишите ей сообщение, она будет рада вам подсказать, как действовать дальше. Okay, now for those of you, I recognize quite a few names on that right side here. So for those of you who have attended our online Doman Method course and still have questions about your child's program, their nutrition, please reach out to your staff coach to get more information. We can do individual nutrition consultations for your family, or if you have questions in other areas, I urge you to consider a remote appointment or coming to see us in Moscow in December, I believe, right, Natasha? November, sorry. Извините. Да, то есть и я смотрю на
имена наших участников и вижу много знакомых. Кто-то уже проходил наш курс по методу Домана, поэтому также рекомендую, вот если у вас есть вопросы, связанные с питанием, пожалуйста, свяжитесь со своими коучами. Если есть необходимость, мы делаем индивидуальные консультации по питанию, это тоже можно все устроить. И если действительно какие-то есть серьезные большие вопросы, проблемы, то, конечно, мы вас приглашаем на прием с ребенком в Москве. Прием будет в ноябре. Okay. All right. Well, everybody, thank you. Спасибо большое. It was great to have you all here, and I will see you in a couple months. Next month is Spencer, so have fun. Всем большое спасибо. Была очень рада с вами общаться. И увидимся с вами, получается, через 2 месяца, потому что наши ежемесячные вебинары у нас Спенсер и Мелисса чередуются. В следующем месяце у нас на арене Спенсер, вот, который тоже будет говорить на очень интересную тему, про которую мы расскажем попозже. Вот. All right. Thank you, everybody. Take care. Всем спасибо. До свидания.